интересно, вопрос, нужны ли нам стримы, напишите, пожалуйста. И проголосуйте, на какой день вам удобнее смотреть стримы, в какой день делать. Не трудно, день и время. Долгожданное видео, наверное, для многих. Очень много было вопросов по печке. И вот сейчас по счастливой случайности мы варим свой опять паровоз. Наша, как говорится, выдумка, наша технология, все полностью наше. Мы ее придумали, мы ее разработчики, мы ее создатели, или как там, нашу печь из швеллеров. Сразу по-быстрому показываю, особо тут ничего не будем рассказывать. 240 вверх ногами специально, чтобы это подумали. Длина, Саша, 1200. 1200 метров. Это по желанию, короче. Ну, короче, 1950 получилось. 195, все наговорил, короче, на 5 минут меньше. Но мы брали и обрезали. Нам на базе очень точно, короче, обрезали. Болгарками-то идеально. Вот так вот винтом. Как раз просто этот самый какой-то вниз. И мы, короче, подрезали, ну, на 5 метров. В общем, длина. Самая короткая печь у нас была в районе метра. 95, по-моему, сантиметров. Самая длинная 140 сантиметров. 1400. Это все как по вашему усмотрению. Поставили сюда вот так вот. Вот видим как. Все, прихватываем. Низ получается у нас как подошва, дно. Это боковая стенка. Почему используем швеллера? Это все, я думаю, можно стрим будет запустить, пообсуждать по поводу печки именно. Кому интересно, пишите в комментариях, интересно или нет пообсуждать печь и запустить стрим в прямом эфире, поговорить на эту тему. С вас лайкусики, профи наши. И подписывайтесь на канал, ребята, кто новенький, подписывайтесь, там колокольчик при подписке не забывайте. Один ЛДПР работает, я-то вообще только с камерой хожу, херней занимаюсь. Сварили уже мы бока у печки у нашей. Вот швы, которые ЛДПР делает. Видно, да? Шовчик идет. Но у меня лучше, конечно, но мне просто некогда. Я всегда с камерой. Тут на 5-й разряд, у меня на 8-й будет. Провариваем с обоих сторон. Стой, стой. Все проварили. Это времянки стоят. Теперь лист сверху, железо, полосу такую. У нас в данный момент 5. Делали разные. 4 бывало и 8. Какая, короче, под рукой. Данный, вот сейчас вот у нас 5 железа. Но самая оптимальная 5. Все это верх плиты. Сейчас ее проварим. Вот дверь. Вот она сюда будет вставать. 270 на 230 на 270. 230, так 270. Верх сварили. Зад проварили. Вот так как в целях все у нас же в бюджетных. Вот лист у нас, короче, не получается, не хватает. Он уже травма, перчатки на производстве. Придется какую-то полосу тут закладывать. Так-то бы целиковый лист бы все хорошо, но железо нынче дорогое очень. Тоже из 2 листов сложили, сварили сначала. Вот так вот будет. Нет, дверцу. Сейчас разметили, все вырезали под дверцу. Дверцу вот как крепим. Видите, у нас есть отверстия. Сейчас с помощью этих отверстий болты, и здесь как бы сделал, чтобы он не впадал. Что-то надо будет придумать, сейчас переварить. У нас в тот раз по-другому чуть-чуть было. Дверца другая была. Теперь нам нужно сделать поддувало. Типа зольного ящика. Но не столько для золы, он как бы золу так можно сказать. Поддувало принцип, чтобы регулировать печь. Вот она, чтобы у нас сюда встала. В это место. Короче, на панцирь завалили ее. Лежит и ноги раздвинула. Балдеет. Короче, зад проварили, все у нас готовенько.
Наставили полосу, все проварили. Ну, чуть короче получилось, по углам маленько видно. Ну, там что-нибудь срежем. Теперь косынки. Вот косыночки. Сейчас приварим. Потом все эти углы, потом все шлифовать будем. Дверь здесь поддувало будет сделана. Роль поддувала и регулировки печи. Это самое главное. Сверху наварили болты с шайбами. Вставили, прикрутились. Получается, дверь будет вот так вот вставляться. Как роль крючков сверху. Раз. А в нижнее отверстие потом болты вставим. Тоже наживимся. Что если надо будет разобрать нижние болты, открутили, вытащили. За низ вот так вот дверцу раз из печки. И она вылазит и вниз выпадать будет. Ну как-то так. Промежуточный результат. В общем, передняя стенка готова. Дверь. Открыли, посмотрели. Низ вот это потом откручивается, вытаскивается и вытаскивается. Не сможем открутить, к примеру, да, там хозяин потом болгаркой срезаться вот это дело. Болт выпадает туда, это остатки, и вытаскивается. То есть в любом случае достать можно будет. Все приварено. Эта передняя стенка тоже роль косынки играет, как бы, ну и как бы закрывает. Красиво, некрасиво, но главное для нас надежно, чтобы и работало. Раз угол на стенку идет, второй угол идет внутрь, третий угол внутри уже, вон. И внизу загибается опять четвертый. То есть у нас на одну стену 4 угла из швеллеров. Эту стенку никуда уже не изведет никогда ничего. Слабое место тут у нашей печки — это вот этот лист железа. То есть сейчас показываю то, что у нас уже печки давно работают. Первые две на одной. Железо извело маленько. Но там она тоньше. Там 4, по-моему, или 3, или даже мы делали. А здесь 5. Все, больше никаких ремонтов. Первая печь работает 7 лет, да, у нас где-то? 7 лет отработала, ни одного ремонта еще не было. Вообще ничего не делать с ней. 7 лет. Ну, естественно, там золу только чистится. Все, работает в режиме минимум 2 раза в неделю. То есть в среду где-то и на выходные топится. А бывает 3 топится. Вот в таком режиме 7 лет отработала печь. Как-то вот так вот. В общем, можно золу, допустим, потом нагребать сюда. Раз. И в ведро. Вот такой принцип. Раз, в ведро. Как бы роль зольного ящика, да? Зольный ящик. Но он не такой функциональный, как бы коротковат, длинный делать, тяжелый опять получится. И плюс его может в момент извести там. Если из тонкого железа сделать, чтобы легкий был, подлиннее, его может извести от температуры. Из толстого железа сделали крепкое вроде как бы, он тяжеловат. Ну, момент такой. Наша задача тут, блин, не красоту навести, ничего как бы. Принцип, это поддувало, это играет роль регулировки. Когда мы печку первый раз будем запускать, мы все покажем. Это основная задача для этих целей. Золу-то можно отсюда черпать, удобно отсюда. Я отсюда, у меня такая же печка, отсюда беру прямо совком, вычерпываю ведро, все, ничего не надо. Совок-то что, как лопата? Лист, который отсюда вырезали, вот она есть, вот эта пластинка ушла на это. Приварили уголки, 25-й, по-моему, да, это 25-й угол у нас. Между ними нашли лист железа, он даже маленький, что-то типа нержавейка сверху, но он варится. 3, по-моему, да, это 2,5 или 3, что-то. Все сварили, вот такая получилась кракозябра. Отверстие. Тут особо заморачиваться, то что тут щели, это ничего страшного. Мне как-то вопросы давали: о, то щель дымит, наверное, сильно. Ничего не дымит, ничего страшного. Тут потом еще накладочку сделаем. Все, когда нормально топится, вот эта щель, она вообще как бы фигня. Мы забыли его, этот, сами-то забыли, и вам показать забыли. Сейчас покажем все, что мы там еще доделываем. На улице печи топятся хуже, чем в помещении. Этот момент нужно улавливать. Некоторые паникуют: о, печь плохо топится там. В общем, смотрите, что у нас. Перемычку забыли мы показать, сделать. Кто-то приспосабливается без этой перемычки. Кто-то, кому-то нужна она. Есть печки, мы делали без перемычки, люди так ложат дрова и говорят: нормально, нам лучше, кому-то вот так вот проще. Короче, мы сделали, это на ваш взгляд, можете сделать, попробовать. Просто дрова, чтобы не упирались в эту, на чуть дальше ложить.
А с этой с перемычкой, получается, дрова вот наложили сюда. И прямо здесь растапливаем, сейчас разжигаем. Короче, сейчас смотрим, сами первый раз растапливаем. По трубе потом все нюансы покажем. Там есть пару секретов. Ветер на улице еще, да? Бересточка. Самое лучшее средство для разжига. Уральская наша. Это береста. Не курю, так лишними вместочками подожди побежал. Весь дым в этот идет. Помещение. Дышать уже нечем. Надоел, блин. Ничего не можешь. Теперь слушаем, как регулировка работает. Все слышно, затухло, да? Теперь ну и дым. Все топится. В общем, про вот это я и говорил. Даже, ну, надеюсь, камера передаст этот звук, что даже слышно, когда мы закрываем, у нас все затухает там. Идет медленно шаяние, короче, режим тления идет. Когда приоткрываем поддувало, у нас начинает аж гудеть печь. Вот она. Опять, если у нас разгорелось, нам нужны угли, нам нужно просто, чтобы шаяло. Все затухло. Еле-еле идет там. Из-под трубы также ничего нигде не дымит. Даже когда мы закрываем здесь. Ну и идет медленно шаяние с трубы. Закрываем, кислорода нет. Все, никаких на трубах шабера нет, ничего. Мы как бы не преемники, а вот этих, когда делают всякие заслонки на трубе. То есть на выходе. У нас все газы здесь перекрывают, регулировку делают на выходе. И можно промохать в этот момент. И как бы я очень как бы к этому отрицательно отношусь. Все, что гадость, все здесь у нас находится. Сердце, как говорится, все этого газов. А перекрывают выхлоп. За счет этого якобы регулировка, чтобы оно шаяло. Да что, я против. По-моему, на мой взгляд, лучше всегда выхлоп, всегда прямой был, чтобы как бы что ни было, всегда все вылетало. А лучше регулировать кислородом. То есть кислород заткнули дыхалку ему, этому зверю, короче, и пусть он задыхается. Приоткрыли, и он начинает снова жрательным. Вот и все. Как в машине, педаль газа. Никто же на трубе не делают на выхлопе. На глушителе. Чтобы машина быстрее ехала или тише. Да, конечно, это просто чисто мое мнение, оно может ошибочно быть, не знаю, но я преемник вот этого. Будем подготавливать печь к покраске. Пришла зима, крестьянин торжествует, одел тулуп и не дует. Сварили уголок по периметру 25-й. Так как у нас тут этот лист выше стоит, здесь из этого же листа сделали подкладочки, приварили. Получается, сетку берем у нас с дробильной установки с какой-то. Не знаем, что за сетка. Но вот такая. Ну, в принципе, здесь любую можно использовать. Главное, чтобы у нас камни не развалились. У нас такая есть, мы такую делаем. Высота 16 сантиметров, 160 миллиметров. Ставили в уголок. Делаем ее всегда съемную, чтобы она разобрана, разбиралась. Удобней. Раз вытащили, что-то там при какой-то там, не знаю, если вдруг понадобится, чтобы можно было снять. Никогда не привариваем. В уголки вставили ее. Все, она там стоит. Теперь ставим трубу. Сразу, Саш, не ставь, поставь ее сюда спереди. Фишка в чем? Трубу мы ставим, чтобы она упиралась на дно. Ставим сквозь отверстие и прямо вставала на дно, в упор. Трубу мы не привариваем, просто вставляем отверстие. Спереди такой вырез. Это когда, ну, остаточки сажи, да что, они подсыпаться будут, чтобы для мелкого, скажем, такого, как бы прочисточки, что ли, какой-нибудь подлезть там, кочергой выскоблить это. Когда уже глобально все забьется, труба приподнимается, по ней стучится, все высыпается вниз и выскабливается, короче. Самое важное, расстояние.
вот это расстояние, то есть от верха нашей площадки верхней, как бы плиты, вот это расстояние 5-6 сантиметров должно быть от, от начала как бы дыры нашей, отверстия, извиняюсь. Вот 5-6 сантиметров, вот этот размер важный. Площадь вот этого отверстия чуть меньше, чем площадь трубы. И отверстие смотрит взад. Все, 3 важных момента, больше ничего нету. Все, вставляем. Отверстие взад смотрит. И когда мы начинаем топить, у нас пламя идет, оно обворачивает и выходит в трубу. Тут получается как бы завихрение. Вот именно вот под каменкой, под камнями идет завихрение и прогрев вот этот как бы такой нормальный. Все, короче, если видос понравился, пальцы вверх. Вопросы есть, пишите. Не понравился, вниз пишите тоже, почему не понравился. И подписывайтесь, короче, на нас ВКонтакте. Группа там есть, на моя страница. Все под видео в описании. Вон там снизу. Все, подписались, там можно общаться.